Спасибо большое. Прошу вас. Благодарю. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, поздравляю вас и всех законодателей страны с Днем российского парламентаризма. Сегодня особенно значимая историческая дата. Исполняется 120 лет с момента начала работы полномочного отечественного парламента. 27 апреля 1906 года именно в этом зале прошло первое заседание Государственной Думы. В ту эпоху сам факт ее учреждения, проведения выборов стали событиями колоссальной общественной, государственной значимости. Многие видели в этом новый этап развития страны, надежду на масштабные преобразования в России. Первый председатель Думы Сергей Андреевич Муромцев призывал парламентариев исполнить великое дело и великий подвиг на благо избравшего нас, как он сказал, народа, на благо Родины. В 1907 году, обращаясь к Думе, уже на следующий год, Петр Аркадьевич Столыпин говорил, что Отечество наше должно превратиться в государство правовое. Однако довольно скоро, уже через 10 лет, 1917 год и трагедия гражданской войны круто, радикально изменили судьбу державы и миллионов наших сограждан. Есть разные оценки того, какую роль сыграли в неизбежности этого драматического перелома отдельные депутаты и политики того времени. Но в целом, хочу это подчеркнуть, опыт первых российских парламентариев заслуживает нашего уважения и благодарности, изучения научного, политического, философского осмысления. Многие ваши предшественники искренне верили в силу своих патриотических убеждений, преданно служили Отечеству, горячо, усердно и неравнодушно отстаивали интересы народа. Действительно стремились к процветанию Родины. Среди них были и члены Государственного совета Российской империи, который также 120 лет назад был качественно обновлен, стал частично выборным органом, получил законодательные полномочия. Вместе с Думой они провозглашались высшими государственными учреждениями, были призваны вести совместную работу. По сути, возникла первая модель двухпалатной парламентской системы, которая сейчас, в наше время, реализована уже на конституционной основе. Важна и эффективна в условиях большой, многонациональной и многоконфессиональной страны. В развитии укрепления страны огромную роль играют и парламенты, созданные во всех регионах России. Их председатели работают вместе с руководством обеих палат и комитетов Федерального собрания в составе Совета законодателей. И хочу поблагодарить всех вас и ваших коллег за весомый, значимый вклад в достижение национальных целей развития, в преодоление тех испытаний, с которыми мы сталкиваемся. Как уже отмечал, наша политическая система, все ветви и уровни власти, включая парламентские институты, доказали свою прочность и устойчивость, подлинную суверенность, готовность бороться за жизненно важные интересы Отечества. На давление, угрозы, на откровенно агрессивные выпады против России наш народ ответил сплоченностью и твердостью, а государство – быстрым принятием решений, в том числе и на законодательном уровне. Это очень важно, очень важно. Хочу поблагодарить депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации и региональных парламентариев за эту активную политическую позицию и за высокий уровень профессионализма. Парламентарии открыли свой фронт сопротивления борьбы за Россию, за ее безопасность и за ее будущее. Если кто-то думал, что многопартийная демократия с ее разностью позиций, подходов, конкуренции – это наше уязвимое место, где можно расколоть, расшатать общество, то тот, кто так думал, конечно, ошибся.
потому что просто не знает и не понимает Россию, не понимает наш народ. Для нас любовь к Родине, стремление ее защищать превыше всего. Это смысл, исторический принцип суверенного мировоззрения. В нем наша сила. Без этого Россия не может существовать. По ключевым определяющим вопросам все парламентские партии, все регионы выступают солидарно с единых позиций. Идет большая, слаженная работа парламента и правительства, ведущих корпораций и небольших компаний, деловых объединений и патриотических сил. Общее дело, сложнейшие задачи объединяют все общество и весь народ. Это проявляется прежде всего в поддержке специальной военной операции, в шагах по укреплению обороноспособности и безопасности России. Расширяется система особых социальных гарантий для участников и ветеранов боевых действий, членов их семей. Только за минувший год приняты новые законы в части бесплатного обучения, кредитных каникул, освобождения от ряда пошлин и налогов, повышения доступности социального контракта, в том числе при открытии собственного дела по окончании военной службы. И прерываться, замирать как-то эта работа, конечно, не должна. Проблем, пробелов, мы с вами это хорошо знаем, еще, к сожалению, достаточно. Их много, вы это знаете. Надо всегда думать о том, как помочь людям, в чем дополнительно их поддержать. Повторю, вы не только законодательная, но еще и представительная власть. И, принимая законы, обязаны контролировать их исполнение. А для этого быть в постоянном контакте с людьми, слышать и уважать их мнение. И идти от реальных, даже иногда кажущихся бытовых ситуаций, чтобы законы не отрывались от жизни. Брать ответственность на себя и быстрее принимать решения в интересах людей. Полагаю, вы согласитесь, что это должно быть главным принципом вашей работы во всех стратегически важных сферах. В демографической, социальной, миграционной политике, в области здравоохранения, образования, экологии, культуры. Во всех приоритетных вопросах, отраженных в национальных проектах и долгосрочных планах. Их законодательное сопровождение должно быть постоянным. Отдельная задача – это поддержка регионов страны, их бюджетная устойчивость, наличие на местах достаточных ресурсов для развития. Вы знаете, что ранее было принято решение о списании 2/3 задолженности субъекта федерации по бюджетным кредитам. Такое списание возможно при условии направления освобождающихся у регионов средств на инвестиционные и другие значимые цели. Речь идет о сумме свыше 1 триллиона рублей на период до 2030 года. Повторю, списывается 2/3 задолженности по бюджетным кредитам. Оставшуюся часть долга регионы аккуратно в срок погашают. В нынешнем году это порядка 100 миллиардов рублей. Но для многих регионов и такая текущая нагрузка является довольно высокой. Мы это знаем. «Единая Россия» вышла с инициативой, с предложением перенести погашение задолженности регионов по бюджетным кредитам с текущего 2026 года на более поздний срок. Давайте так и сделаем. Прошу правительства, депутатов, сенаторов не откладывать реализацию этого решения. Также прошу вас поддержать усилия правительства и вносить свои предложения по стимулам экономического роста, чтобы выйти на устойчивые, более высокие темпы роста экономики. Нужен прочный правовой фундамент для передовых отраслей технологического лидерства, для комплексного развития территорий Российской Федерации. Здесь уже принимаются системные законодательные решения, например, по внедрению элементов платформенной экономики, по обороту цифрового рубля и поддержке креативных индустрий. На повестке первые контуры нормативной базы в сфере искусственного интеллекта. С учетом зарубежного опыта нужно найти свою оптимальную, сбалансированную модель регулирования этих технологий, кардинально меняющих весь мир. В
целом законодательный процесс должен быть системным и, добавлю, конечно же, творческим, нацеленным не только на адаптацию к нынешним вызовам и рискам, хотя порой они, безусловно, беспрецедентны, и важно их достойно преодолевать, но и зацикливаться только на запретах, ограничениях, мерах выработки новых каких-то мер наказания для нарушителей. Ну, конечно, вроде бы это нужно, надо защищать интересы потребителей во всех смыслах этого слова, но только на этом зацикливаться – это контрпродуктивно. Излишние барьеры тормозят развитие. Это все явления временные, проходящие, а Россия вечна. И наше законодательство должно быть гибким, динамичным, прогрессивным, устремленным в будущее. Мы вместе, законодатели, исполнительные органы власти, всегда должны думать о завтрашнем дне, смотреть за горизонт, создавать такие нормы права, которые ведут к созиданию, помогают ему, поддерживают его, создают условия для этого созидания, помогают талантливым людям реализовать себя, принести пользу стране, двигают общество, государство, науку, экономику только вперед. Убежден, что именно так будут действовать и российские законодатели. Уважаемые коллеги, в этом году состоятся выборы в Государственную Думу 9-го созыва. Отмечу в этой связи две ключевые вещи, хотя бы две. Во-первых, выборный процесс, порой острая конкуренция кандидатов, партий не должны влиять на полномерную профессиональную законодательную работу и в центре, и в регионах, на местах. Парламент – это орган власти, а от власти люди ждут честного служения и результата, конечно. И, во-вторых, предвыборная кампания должна пройти в строгом соответствии с законом, чтобы ее итоги были прозрачными, достоверными и, безусловно, легитимными, отражали бы волю наших людей. Чрезвычайно важно всегда, но я уже много раз говорил и повторю еще раз, в нашей сегодняшней ситуации это особенно важно, потому что это создает устойчивую платформу для власти и принятия необходимых своевременных решений в интересах нашего народа. Со своей стороны хочу пожелать удачи всем будущим кандидатам на выборах и федерального, и других уровней. Тем более, что среди присутствующих, безусловно, такие наверняка есть. Желаю вам успехов. И напомню в этой связи слова Александра Исаевича Солженицына, сказанные в Государственной Думе в 1994 году. Александр Исаевич сказал: «Власть – это не добыча в конкуренции партий, это не награда, это не пища для личного самолюбия. Власть – это тяжелое бремя, это ответственность, обязанность и труд, и труд». Вот, мне кажется, очень своевременно, очень точно сказано. Еще раз благодарю всех за работу, за вашу поддержку. Поздравляю с Днем парламентаризма и, конечно, с наступающим праздником. Праздником Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Благодарю вас. Спасибо большое.